Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы отправимся в самое сердце Карибского моря, на Кубу. Что мы знаем о ней? Многие слышали, что это остров свободы, родина сигары, рома. Кто-то вспомнит Хемингуэя и его «Старика и море», кто-то зажигательную сальсу и кубинские пляжи, кто-то Че Гевару и Фиделя Кастро. Куба далеко, если, конечно, вы там не живете. Но мы сегодня посмотрим на Кубу с другой стороны. Мало кто знает, что Куба это не один, а более 4000 островов, вытянувшихся на 1200 километров в виде гигантского изогнутого крокодила, дремлющего на стыке Карибского моря, Атлантического океана и Мексиканского залива. На одних ее концах возвышаются величественные горные хребты с влажными тропическими лесами, на других лежат обширные карстовые плато с системой пещер и уникальных холмов. Побережья заняты крупнейшими в Карибском регионе мангровыми лесами, а под водой тянутся одни из самых впечатляющих коралловых рифов на нашей планете. И на суше, и в море здесь живут удивительные животные и растения, которые не встречаются больше нигде в мире. Поэтому сегодня мы отправляемся на Кубу и попытаемся разобраться, как устроен этот удивительный архипелаг и чем он так интересен. Поехали! Куба – это крупнейший остров Больших Антильских островов, расположенный всего в 180 километрах от Северной Америки, а точнее побережья Флориды. Ее главный остров, самый большой в Карибском бассейне, простирается с запада на восток почти на 1250 километров, а его ширина варьируется от 30 до 190 километров. Вместе с более чем 4000 мелких островов и островков, включая второй по величине остров Хувентуд, общая площадь государства составляет около 110 860 квадратных километров. Остров лежит на стыке Карибского моря, Мексиканского залива и Атлантического океана. На севере Флоридский пролив отделяет страну от США, а пролив Старый Багамский от Багамских островов. На востоке Наветренный пролив шириной 77 километров разделяет Кубу и Гаити. На юге пролив Колон отделяет ее от Ямайки, а на западе Юкатанский пролив ведет к побережью Мексики. Главный остров лежит на границе Карибской и Североамериканской литосферных плит. Юго-восточная часть – это продолжение древней вулканической дуги, а сам остров сложен преимущественно известняками и вулканическими породами. Формирование Кубы с геологической точки зрения началось еще в мезозойскую эру, и до сих пор на острове происходят тектонические процессы. Климат Кубы тропический, умеренно влажный, с двумя четко выраженными сезонами – сухим с ноября по апрель и влажным с мая по октябрь. Среднегодовая температура держится на уровне плюс 24. Восточная часть острова получает более 2000 мм осадков в год, и здесь практически нет сухого сезона, благодаря чему пышным цветом растут влажные тропические леса, а западная часть, наоборот, более засушлива. Куба находится в зоне активного зарождения и прохождения тропических циклонов. Их сезон длится с июня по ноябрь, и эти циклоны – неотъемлемая часть жизни острова. Они несут разрушения, но также и огромное количество влаги, обновляя экосистемы и перенося питательные вещества. На Кубе их называют привычным нам словом – ураганы. И это не просто так. История происхождения этого слова тесно связана с самой Кубой и Карибским регионом. Слово происходит из языка индейцев Таино, коренных жителей Больших Антильских островов, включая Кубу. В их мифологии злого бога штормов и разрушительных ветров называли Хуракан. Испанские конкистадоры и мореплаватели, столкнувшись в Карибском море с невиданными по силе тропическими штормами, переняли это название у местных жителей как Хуракан. Позже оно вошло практически во все мировые языки. Куба остров не маленький, и двумя словами его не описать. И мы, дорогие друзья, отправимся в путешествие с запада на восток, чтобы шаг за шагом открыть его самые яркие природные сокровища и собрать завораживающую мозаику этого карибского гиганта. Наш путь начинается с самой крайней западной точки острова, полуострова Гуана-Акабибес. Эта полоса суши вытянулась почти на 100 километров.
Краем полуострова является мыс Сан-Антонио. Воды вокруг него всегда считались опасными для судоходства из-за коварных течений, ураганов и подводных рифов. В 1849 году на мысе был построен знаменитый маяк Ронкали, названный в честь испанского генерал-капитана Кубы Федерико Ронкали. Маяк высотой 25 метров стал ключевым ориентиром для кораблей, огибавших Кубу с запада, и работает по сей день. Полуостров Гуанаакабибес – это плоская низменность, поднятая над морем всего до 11 метров. Его основа сложена из древнего известняка, а сверху лежит белый кварцевый песочек. Хотя климат тут сухой, на территории спряталось больше сотни пресных и солоноватых озер. От остальной Кубы полуостров отрезают песчаные равнины, поэтому природа сохранилась почти нетронутой. Здесь растет один из самых густых лесов на острове. Деревья адаптировались к жаре и соленому ветру, вырастив плотные мелкие листья для сохранения влаги, а вдоль побережья тянется подводный заповедник с коралловыми рифами, где живут сотни видов ярких рыбок и морских обитателей. Животный мир полуострова невероятно богат и уникален. Здесь обитает более 170 видов птиц, из них 11 видов не встречаются больше нигде в мире, а еще 84 вида прилетают сюда на отдых во время долгих перелетов из Северной Америки. Среди эндемичных птиц выделяются кубинский соловей и кубинский тоди. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые, а кубинские дрозды, соловьины. Так вот, кубинский соловей – это на самом деле дрозд, а соловьем его прозвали местные жители за его пение, когда он привлекает самочку. Птица активна преимущественно в утренние и вечерние часы, когда температура спадает. Питается он насекомыми, мелкими беспозвоночными, которых ловко выуживает из-под коры или листового опада. А это красавчик кубинский тоди. Миниатюрная птичка с изумрудной спиной и ярко-красным горлышком. Ее поведение кардинально отличается от соловья. Он охотник, каких еще поискать надо. Тоди охотятся из засады. Они неподвижно сидят на ветке, высматривая насекомых, и стремительно бросаются за добычей, после чего возвращаются на ту же ветку. Тоди выкапывают гнездовые норки в обрывистых берегах рек и в карстовых стенках, проделывая клювиком и лапками тоннели длиной до 30 сантиметров. Тоди чрезвычайно территориальные птицы. Пары занимают участки площадью около гектара и агрессивно прогоняют чужаков. А с мая по октябрь на песчаных пляжах полуострова разворачивается одно из самых удивительных зрелищ Кубы. В эти месяцы к родному берегу из открытого океана приплывают сразу 4 вида морских черепах из 7 существующих на нашей планете: зеленая черепаха, биса, кожистая черепаха и лагерхед. Для каждой отдельной самки это долгожданное событие, к которому она готовится 2-3 года, набирая силы и совершая дальние океанические миграции. Накопив достаточный запас энергии, черепаха возвращается строго на тот же пляж, где когда-то вылупилась сама. Самки выходят на сушу в темное время суток, выбирая ночи с высоким приливом. Весь процесс откладки яиц занимает около 2 часов. Черепаха выбирает место выше линии прибоя, выкапывает передними ластами глубокую яму, откладывает туда от 80 до 120 яиц и тщательно закапывает кладку. Выполнив свой долг, она уплывает восстанавливать силы в океан еще на несколько лет, оставляя потомство развиваться самостоятельно. Маленькие черепашата вылупляются через 50-70 дней, причем пол будущих рептилий напрямую зависит от температуры песка. В более теплых ямках рождаются самочки, а в прохладных самцы. За этим процессом приглядывают крупные кубинские игуаны длиной до 1,5 метров. Их поведение строго территориально. Крупные самцы занимают индивидуальные участки и патрулируют их, демонстрируя яркую окраску и кивая головой для устрашения конкурентов. Но черепашатами они не питаются. Игуаны питаются листьями, цветами и плодами, большую часть времени проводя на солнце. Они нуждаются в тепле для переваривания пищи. В случае опасности игуаны застывают, сливаясь с серыми скалами, а при близкой угрозе совершают стремительный бросок в расщелину или воду.
Да, кубинские игуаны отличные пловцы. В случае опасности или при поиске пищи они легко преодолевают водные преграды между прибрежными островками. В воде рептилии прижимают лапы к туловищу и уверенно передвигаются с помощью мощного хвоста. Они также способны нырять и задерживать дыхание на несколько минут. Существует на этом полуострове и подземный мир. Здесь находятся пещеры, и они исчисляются десятками. В их глубоких карстовых системах, такие как знаменитая Алабарка, находят приют сразу 13 видов рукокрылых. На закате, когда огромные тучи летучих мышей устремляются на ночную охоту, у узких выходов из гротов их уже подстерегают хищники. И необычные – это кубинские пещерные удавы. Они забираются на своды, свешиваются вниз и устраивают настоящую командную охоту, занимая позиции на разной высоте. Змеи перекрывают траекторию вылета и хватают добычу прямо в воздухе. После успешной поимки и поглощения добычи удав покидает пещерный проход, освобождая место для других. А постоянный доступ к изобилию пищи в пещерах позволяет этим удавам достигать гигантских размеров до 4 метров. А если двигаться от полуострова на восток, ровная земля уступает место горам. Это массив Гуани-Гуаника, главная горная цепь Западной Кубы. Она протянулась с северо-запада на юго-восток и является одной из 3 основных горных систем острова. В основе этих гор лежит известняк. Миллионы лет назад он сформировался на дне древнего океана из остатков раковин, кораллов и панцирей морских существ. Со временем тектонические силы подтолкнули морское дно наверх, превратив его в сушу. Дальше за дело взялась вода. Дожди, пропитанные углекислым газом из воздуха, медленно растворяли известняковую породу. Точно так же, как горячая вода растворяет сахар. Так и образовались глубокие ущелья, скалистые обрывы и многочисленные трещины. В этих горах бывает долгий период засухи, поэтому флора научилась экономить воду. На открытых склонах растут колючие агавы, юки и дикие кактусы-опунции, способные запасать влагу в мясистых стеблях. Здесь произрастает эндемичная пальма с бутылковидным стволом, или, как ее называют местные, пузатая пальма. Удивительное дерево с утолщением посреди ствола, которое служит встроенным баком для воды на случай засухи. В сезон дождей пальма активно накапливает воду в волокнистой ткани ствола. И к началу сухого сезона бутылка может содержать до 100 литров воды. На высотах, где известняк сменяется бедными песчаными почвами, растут густые леса из кубинской сосны. Эти сосны приспособлены к жизни на бедных кислых почвах. Их корни вступают в симбиоз с грибами, которые помогают добывать фосфор и азот. Кубинская сосна имеет длинную, глубоко уходящую корневую систему, позволяющую дотягиваться до грунтовых вод даже в самый засушливый период года. В теневых влажных лощинах, где вода скапливается в карстовых впадинах, прячутся гигантские древовидные папоротники, сохранившиеся со времен динозавров. Ствол папоротника состоит из переплетенных корней и может достигать 10 метров в высоту. Верхушка увенчана кроной из перистых листьев, длиной до 3 метров. Фауна хребта включает кубинских удавов, игуан и ящериц-анолисов, а также эндемичных птиц, адаптированных к засушливым условиям. Кубинские удавы, живущие здесь, меньше своих пещерных собратьев. Они редко превышают 2 метров в длину, так как охотятся преимущественно на ящериц и мелких птиц, а не на летучих мышей. На открытых склонах игуаны занимают скалистые террасы, где греются на солнышке, но при малейшей опасности мгновенно прячутся в расщелины. А ящериц-анолисов на хребте можно встретить аж несколько видов, каждый из которых занимает свою экологическую нишу. Одни живут в кронах деревьев, другие на стволах, третьи на земле. Самцы используют яркие горловые мешки, веера, которые они раздувают, чтобы привлечь самочек или отпугнуть конкурентов. Окраска веера варьирует от ярко-красной до желтой в зависимости от вида. Среди эндемичных птиц хребта можно встретить кубинского ястреба, хищника с длинными крыльями и острым зрением, парящего в потоках теплого воздуха в поисках мелких грызунов и ящериц.
Кубинские амазоны, зеленые попугаи, предпочитают сосновые леса, где они собираются стаями до 30 особей, оглашая окрестности громкими криками. Они кормятся семенами сосен и плодами пальм, а гнездятся в дуплах старых деревьев. А в самом сердце горного хребта спряталась удивительная долина Виньялес. Чаша размером 12 на 5 километров, зажатая со всех сторон скалами. Долина находится в горах на высоте 150 метров и защищена ими со всех сторон от ветра. Из-за этого здесь образовался свой особенный климат. В долине теплее, чем на побережье, и выпадает меньше дождей. В таких условиях сформировались редкие природные системы, которые больше нигде не встречаются. Уникальный облик долине придают маготы. Это отвесные холмы-останцы с плоскими вершинами, похожие на гигантские зеленые стога сена или каменные башни высотой по 300-400 метров. Маготы образовались в результате многовекового растворения известняка. Вода проникала в трещины, расширяла их, и в итоге от целого пласта остались лишь отдельные останцы. Склоны покрыты густой растительностью. Здесь растут эндемичные пальмы, кактусы и орхидеи, которые цепляются корнями за отвесные стены. За миллионы лет выветривание известняка образовало на дне долины богатые минералами красноземы, идеально удерживающими влагу и питательные вещества. Эти почвы имеют насыщенный красный цвет из-за высокого содержания оксидов железа и алюминия. Именно здесь, в долине Виньялес, производят знаменитый кубинский табак, который идет на изготовление лучших сигар мира. Местные фермеры веками используют традиционные методы обработки земли, и поля табака здесь соседствуют с карстовыми холмами. Еще вода вымыла внутри известняковых гор настоящие лабиринты. Пещера Санта-Томас – гигантская подземная система, длиной более 45 километров. Одна из крупнейших карстовых пещер в Карибском регионе. Некоторые сталактиты достигают длины 15 метров, а возраст самых древних образований превышает 100 тысяч лет. В пещере есть несколько уровней, соединенных вертикальными колодцами. И здесь в пещерах живут миллионы летучих мышей. Они находят здесь идеальные условия для существования. Постоянную температуру, защиту от хищников и влажность. Среди них выделяется кубинская цветочная летучая мышь или кубинский цветочный листонос. Эндемик, питающийся нектаром и опыляющий ночные растения. У нее длинный язык, который она высовывает на расстояние, превышающее длину ее собственного тела, чтобы добраться до нектара в глубоких цветках. К северу от гор Гуани-Гуаника, вдоль побережья океана, вытянулась 100-километровая цепочка островов архипелаг Лос-Колорадос. Эта гряда является частью большого кораллового барьера, который тянется вдоль северного побережья Кубы. Архипелаг состоит из множества мелких островков, которые называются Кайо, среди которых наиболее известные Кайо Левиса, Кайо Хутиас и Кайо Аренас. Они образовались на верхушках коралловых рифов и песчаных отмелей в результате многовекового роста кораллов и накопления ракушечного песка. С севера острова принимают на себя удары океанских волн, которые разбиваются о внешний рифовый барьер. Этот барьер гасит энергию волн, создавая за собой спокойную акваторию. С юга, обращенного к Кубе, формируются тихие, защищенные от ветра мелководные лагуны с белоснежным песком. Песок здесь имеет ослепительно белый цвет, потому что состоит на 90% из перетертых кораллов и раковин моллюсков. А в прозрачной воде вокруг островов кипит жизнь. Разноцветные кораллы формируют рифовые сады, которые являются одними из самых здоровых в Карибском регионе. Здесь встречаются более 30 видов каменистых кораллов, и каждый коралл представляет собой колонию крошечных полипов, которые выделяют известковый скелет и растут буквально по миллиметру в год. В их ветвях прячутся яркие рыбы-попугаи, получившие свое название из-за клювовидного рта, который они соскребают водоросли с кораллов. Рыбы-попугаи играют критическую роль в экосистеме рифа. Поедая водоросли, они не дают им зарастать кораллы, и их яркая окраска служит не только для привлечения партнеров, но и как способ узнавания внутри вида. На мелководьях встречаются медузы, которые медленно пульсируют в толще воды, и крупные морские раковины, например, королевский стромбус, похожий на рапана, только он не хищник. Передвигается он по песчаному дну с помощью мускулистой ноги, а в случае опасности прячется в свою спиральную раковину. На юго-востоке региона огромный мелководный залив Батабано.
От открытого Карибского моря он защищен цепью внешних рифов и островов, которые гасят энергию океанских волн. С суши в залив стекает множество пресных рек, включая Сан-Диего и другие водотоки, берущие начало в горах Гуани-Гуаника. В результате вода в заливе менее соленая, чем в открытом океане, а ее температура на 1-2 градуса выше из-за мелководности. Это уникальная комбинация факторов – мелководье, опреснение и защищенность от волн создала идеальные условия для формирования одних из самых обширных мангровых лесов на Кубе. Мангры – это деревья, которые растут прямо в солоноватой воде на затопляемых берегах, выдерживая постоянное затопление корневой системы. Их переплетенные корни удерживают ил и защищают берег от размыва, а также задерживают взвешенные частицы, очищая воду. В мангровых зарослях и на подводных лугах морской травы обитают ламантины, медлительные морские коровы, которые питаются подводной травой в тихих опресненных бухтах. Ламантины – единственные полностью водные травоядные млекопитающие в заливе. Они проводят большую часть времени за кормежкой, поедают до 40 килограммов морской травы в день. У них крупное веретенообразное тело, покрытое редкой щетиной, и веслообразные передние ласты. Ламантины передвигаются медленно, со скоростью около 5 км в час, но при необходимости могут развивать скорость до 30. Их поведение отличается любопытством. Они часто подплывают к лодкам и могут переворачиваться на спину, чтобы лучше рассмотреть незнакомый объект. Самки рожают одного детеныша примерно раз в 3-5 лет. Детеныш остается с матерью до 2 лет, в течение которых она учит его находить кормовые участки и избегать опасностей. Густые корни мангров служат безопасным детским садом для мальков рыб, креветок и лангустов, где они прячутся от крупных океанских хищников. Листья и органические остатки, падающие в воду, разлагаются и служат пищей для многочисленных беспозвоночных, которые в свою очередь становятся кормом для молоди. Многие виды промысловых рыб, включая кефали, барракуду, проводят первый год жизни именно в мангровых зарослях. Мелководные лагуны залива Батабано – это естественные инкубаторы, производящие огромное количество биомассы, которая затем выходит в открытый океан. Сюда приплывают морские черепахи на пастбище из морской травы, которая покрывает дно залива обширными лугами. В прибрежных камышовых зарослях и мангровых кронах гнездятся цапли, розовые фламинго и мигрирующие виды водоплавающих птиц. Розовые фламинго, собирающиеся в заливе тысячами, фильтруют воду своим изогнутым клювом, процеживая планктон и мелких рачков. Они гнездятся колониями на илистых отмелях, строя конусообразные гнезда из ила высотой до полуметра. Если отправиться от залива Батабано еще дальше на юг, перед вами откроется остров Хувентуд, второй по величине остров Кубинского архипелага. Его площадь составляет 2200 квадратных километров. Долгое время он был известен как Исла де Пинос, остров сосен, из-за обширных сосновых лесов, покрывающих его северную часть. И главная особенность Хувентуда – его четкое разделение на 2 контрастных региона, которые различаются по геологии, рельефу, почвам и растительности. Границей между ними служит обширный болотный массив Сиенага-де-Ланьер, пересекающий остров с запада на восток. Северная часть Хувентуда – это холмистая равнина, южная часть Хувентуда – плоская низменная равнина из молодого известняка, покрытая карстовыми формами рельефа. Северная часть Хувентуда – это холмистая равнина, южная часть более плоская. Вся береговая линия покрыта мангровыми лесами, которые формируют непрерывный пояс вдоль побережья. В зарослях мангров гнездятся многочисленные птицы, цапли, ибисы и колпицы. А в болоте Сиенага-де-Ланьер, пересекающем остров с запада на восток, сохранилась популяция эндемичного кубинского крокодила. Это один из самых редких крокодилов в мире, который отличается от других видов более яркой окраской. У него желтое-зеленое тело с темными пятнами, а глаза имеют характерный золотистый оттенок. Кубинский крокодил чрезвычайно быстрый и агрессивный хищник, способный развивать скорость на суше до 15 км в час. В основном он охотится на рыбу.
водоплавающих птиц и мелких млекопитающих, часто использует тактику засады. Он лежит неподвижно, скрытый под водой, и в нужный момент молниеносно выбрасывает голову вперед, хватая добычу мощными челюстями. И в отличие от других крокодилов, этот вид способен к галопирующему бегу и может преследовать добычу на короткие дистанции. А мы возвращаемся на север. Здесь, на северном побережье, раскинулась легендарная Гавана, сердце и дух Кубы. Гавана – самый густонаселенный мегаполис острова и всего Карибского бассейна. Вместе с пригородом 3,5 миллиона человек. Это город ярких контрастов, где величественная колониальная архитектура соседствует с суровой реальностью повседневной жизни. Большинство гаванцев живут скромно и бедно, сталкиваясь с постоянным дефицитом, но не теряют жизнелюбия. Центром прибрежной жизни остается набережная Малекон. Вдоль нее океанские волны разбиваются о вековые форты, а на парапетах собираются местные жители. Кто-то ловит рыбу, чтобы прокормить семью, кто-то поет под гитару, а дети резвятся, прыгая с камней в воду. Морской бриз проникает и в обветшалые улочки старого города, где с балконов, разрушающихся, но все еще красивых фасадов, сушится белье. Двигаясь на восток от Гаваны вдоль северного побережья, мы попадаем на полуостров Икакос, узкую песчаную косу, вытянувшуюся более чем на 20 километров. Это место известно своими белоснежными пляжами зоолитового песка. За пляжами начинаются засушливые тропические кустарники, адаптированные к соленым морским ветрам, и небольшие карстовые пещеры, где в прохладе укрываются летучие мыши и мелкие рептилии. Еще дальше на восток северное побережье рассыпается на сотни мелких островов. Архипелаг Сабана-Камагуэй. Это одна из крупнейших островных систем Карибского бассейна, протянувшаяся на 450 километров. Острова архипелага выросли прямо на коралловых барьерах, а мелководные лагуны между ними и материком заняты непроходимыми мангровыми зарослями. На мелководье лагун собираются огромные стаи ярко-розовых фламинго и пеликанов. Фламинго фильтруют воду своими изогнутыми клювами, процеживая планктон и мелких рачков, а пеликаны пикируют в воду с высоты, ныряя за рыбой. За северными рифами, если повернуть на юг и пересечь внутренние равнины, перед нами открывается полуостров Сапата, крупнейший болотный массив во всем Карибском регионе. Рельеф здесь почти плоский, с перепадами высот не более нескольких метров, поэтому огромная территория покрылась болотами, маршами, озерами и тростниковыми зарослями. Водный режим болота зависит от сезонных дождей. В сухой сезон уровень воды падает, обнажая участки дна, а в сезон дождей болото разливается, и некоторые районы становятся полностью непроходимыми. В самом сердце этого дикого края прячется лагуна Эль-Тесора, озеро сокровищ. Это пресноводный водоем с темной торфоводой, окруженный плотным кольцом тростника и осоки. Название озера связано с легендами о пиратах, которые якобы прятали здесь свои сокровища. Но истинное сокровище – его уникальная экосистема. А главный хозяин этих мест – кубинский крокодил. Есть и еще интересные создания. В местных реках и протоках плавает реликтовая панцирная щука манхуари, сохранившаяся еще с мезозойской эры. Ее предки плавали в водах Земли более 100 миллионов лет назад. Это живое ископаемое имеет вытянутое тело, покрытое твердой ромбовидной чешуей, которая напоминает чешую древних рыб. Манхуари может достигать длины 1,5 метра и веса до 30 килограммов. Она дышит как жабрами, так и плавательным пузырем, который функционирует как легкое, позволяя ей выживать в воде с низким содержанием кислорода. В сухой сезон, когда некоторые водоемы пересыхают, манхуари зарывается в ил и впадает в состояние оцепенения, пережидая неблагоприятные условия. Питается она мелкой рыбешкой, лягушками и ракообразными, которых хватает своей длинной зубастой пастью. В осоковых зарослях гнездится редчайший эндемик – пастушок сапаты. Пастушок сапаты или кубинский погоныш – это небольшая нелетающая птица с длинными ногами, которая передвигается по болотистой почве, ловко балансируя на плавучих растениях.
У нее бурое оперение с полосами, которое отлично маскирует ее среди тростника и осоки. Продвигаясь от Сапаты дальше на восток, вдоль южного побережья, мы попадаем в бухту Сьенфуэгас, еще один глубокий естественный залив, куда стекают пресные горные реки. Из-за смешения пресной и соленой воды берега здесь покрылись густыми манграми, а рядом образовалась закрытая лагуна Гуана-Рока. Это соленое озеро, зажатое в кольце мангров, и она служит главным местом кормежки и гнездования фламинго, пеликанов и цапель. За лагуной южные равнины резко уступают место горному массиву Эскамбрай, второй по величине горной системы Кубы, после Сьерра-Маэстры. В отличие от засушливых западных гор, Эскамбрай сложен сланцами и гранитами, изрезан каньонами, ущельями и водопадами и покрыт влажными вечнозелеными лесами. Высшая точка массива – пик Сан-Хуан, 1156 метров, а в глубоком межгорном ущелье спряталось извилистое водохранилище Анибанилья, напоминающее северный фьорд среди тропических джунглей. Его берега крутые и скалистые, а вода имеет глубокий сине-зеленый цвет. А к востоку от гор раскинулось огромное водохранилище Саса, крупнейший пресноводный водоем Кубы, объемом более 1 миллиарда кубических метров. В этих горных лесах среди гигантских древовидных папоротников и диких орхидей обитает такарора, национальная птица Кубы, с ярким красно-сине-белым оперением, которое повторяет цвета кубинского флага. Такарора – это кубинский трагон, который держится в кронах деревьев и питается насекомыми и плодами. Южнее расположен архипелаг Хардинес-де-ла-Рейна – Сады Королевы. Это изолированная цепочка из сотен коралловых островов и мангровых зарослей вдоль южного побережья Кубы, названный Колумбом в честь испанской королевы. Архипелаг считается одним из самых нетронутых морских заповедников на планете. Здесь сохранился уникальный мир Карибского моря. Гигантские коралловые рифы кишат жизнью, а в прозрачных водах обитают шелковые карибские рифовые акулы, крупные морские черепахи и величественные тарпоны. Из-за строгого экологического контроля и ограничения туризма Сады Королевы превратились в настоящий подводный рай, привлекающий дайверов и исследователей со всего мира. А мы движемся на восток через центральную Кубу. Центральная Куба – это край бескрайних равнин и плодородных низин, растянувшийся от провинции Матансас и Сьенфуэгас до Камагуэя. Этот регион по праву называют сельскохозяйственным сердцем острова. Насыщенные красные почвы Терра-Росса идеально подходят для выращивания сахарного тростника, табака, цитрусовых и бананов. Рельеф здесь мягкий, плавно сменяющийся редкими холмами, а среди изумрудных полей возвышаются королевские пальмы. Сами равнины пронизаны небольшими реками, питающими плантации и пастбища. Восточный регион Кубы, исторически известный как Ориента, представляет собой наиболее горную и контрастную часть острова. Здесь расположены высочайшие вершины страны, самые полноводные реки, уникальные морские террасы и сохранившиеся участки первично-тропических лесов. Географическое разнообразие региона обусловлено сложным горным рельефом, блокирующим пассатные ветры и близостью глубоководных морских впадин Карибского моря. Путешествие по востоку острова начинается в месте, где равнины центральной Кубы переходят в акваторию залива Гуаканаяба. Это закрытый мелководный бассейн омывает западные берега региона. В него впадает река Каута, главная и самая протяженная водная артерия Кубы. Длина реки составляет около 343 километров. Она берет начало на склонах горного массива Сьерра-Маэстры и несет свои воды через обширные сельскохозяйственные и болотные равнины. А вдоль всего юго-восточного побережья вытянулся главный хребет острова – горный массив Сьерра-Маэстро. Горная гряда круто обрывается прямо в Карибское море, создавая контраст между глубоководными морскими впадинами и высокими горными пиками. Центральной частью массива является национальный парк Пика Туркина, в границах которого находится высочайшая точка Кубы – Пик Туркина, достигающий 1974 метра над уровнем моря. Животный мир Сьерра-Маэстро отличается высоким уровнем эндемизма. В лесных кронах обитает изумрудно-зеленый дятел с ярко-красным пятном на горле. Он играет важнейшую роль в лесной экосистеме, выстукивая стволы деревьев в поисках личинок и жуков. Своим мощным клювом
Он не только добывает пропитание, но и создает уютные гнезда, которые позже используют другие птицы. Здесь водится самая маленькая птичка на планете – колибри-пчелка, весящая менее 2 граммов и едва достигая 5 сантиметров в длину. Самцы поражают переливчатым сине-красным оперением. Этот крошечный пернатый вертолет зависает в воздухе, делая до 80 взмахов крыльями в секунду и питается нектарами тропических цветов, одновременно выступая их главным и незаменимым опылителем. Во влажной лесной подстилке среди камней живут редкие виды амфибий, включая крошечных листовых лягушек. Эти миниатюрные создания размером не больше ногтя идеально маскируются среди опавших листьев. Они обходятся без стадии головастика. Из отложенных во влажную почву яиц сразу вылупляются полностью сформированные крошечные лягушата, готовые к жизни. А во влажной тени Сьерра-Маэстры обитают кубинские хутии, уникальные древесные грызуны, эндемики острова, внешне напоминающие крупную морскую свинку или нутрию и чем-то даже капибару, достигая веса нескольких килограммов. Хутии – отличные верхолазы. Благодаря мощным когтям и гибким лапкам они ловко передвигаются по кронам деревьев в поисках сочной листвы, коры и плодов. В горных лесах встречаются несколько видов, среди которых выделяется цепкохвостая хутия. Ее мускулистый хвост работает как пятая лапа, помогая удерживать равновесие на тонких веточках. К северу от Сьерра-Маэстры, во внутренних районах восточных провинций, расположен горный хребет Сьерра-Кристаль. Это один из старейших охраняемых природных массивов Кубы, образованный в районе водораздела северных и южных речных систем. В горных реках и ручьях сохраняется высокая чистота воды. Здесь обитают пресноводные рыбы и раки, а сосновые леса служат местом гнездования кубинского попугая Амазона и хищных птиц, таких, например, как кубинский конюк, который парит в потоках теплого воздуха в поисках добычи. А на крайнем северо-востоке региона расположен самый влажный, лесистый и биологически богатый уголок Кубы – национальный парк имени Александра Гумбольдта. Парк входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой крупнейший центр биоразнообразия в Карибском регионе. Из-за обилия осадков, приносимых северо-восточными пассатами, здесь сформировались самые пышные и древние дождевые леса острова. Ключевым гидрологическим объектом парка выступает река Тоа, самая полноводная река Кубы. Прорезая горные гряды, Тоа образует глубокие каньоны, пороги и водопады, после чего впадает в Атлантический океан неподалеку от городка Баракоа. В самом национальном парке сохраняются критически редкие виды животных. Среди них щелезуб, древнее ночное млекопитающее с ядовитым укусом, считавшееся вымершим. Щелезуб ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми, червями и мелкими позвоночными, которых находит в лесной подстилке. Его ядовитая слюна используется для обездвиживания добычи. Также здесь обитают редкие виды древесных улиток полимита с ярко-разноцветной раковиной. Улитки полимита считаются самыми красивыми улитками в мире. Их раковины имеют фантастически яркие цвета – лимонно-желтый, ярко-красный, изумрудный, с четкими спиральными полосами. Они обитают только на востоке Кубы и питаются лишайниками на листьях. Еще в лесах Баракоа водится стеклянная бабочка с прозрачными крыльями, которая делает ее почти невидимой в полете. А прибрежная зона парка включает мангровые лагуны и коралловые рифы, где встречаются ламантины. А юго-восточная оконечность Кубы – это бухта Гуантанамо, известная миру совсем по другому поводу. Этот регион резко контрастирует с пышными влажными лесами соседней Баракоа. Из-за дождевой тени гор Сьерра-Маэстро здесь сформировался уникальный полупустынный микроклимат. Ландшафт Гуантанамо определяют выжженные солнцем равнины, каменистые почвы, сухие кустарники и гигантские кактусы. Осадки выпадают здесь крайне редко, а океанские ветры лишь усиливают зной. Эта суровая природа показывает невероятное географическое разнообразие Кубы. Всего в нескольких часах езды густые тропические джунгли уступают место настоящей прибрежной пустыне. Как многие заметили, несмотря на географическую близость Центральной Америки, наземная фауна млекопитающих Кубы отличается крайней бедностью видового состава. Ни кошек тебе, ни обезьян, в общем, очень мало млекопитающих. Это объясняется долгой геологией
экологической изоляции. Острова Карибского бассейна имеют океаническое происхождение и никогда не соединялись с материком постоянными перешейками. Континентальные хищники, копытные приматы физически не могли преодолеть водное препятствие. Те немногие виды, что сформировали современный облик фауны, попали на остров случайно миллионы лет назад. Предки эндемичных грызунов и насекомоядных добирались на естественных плавучих плотах из упавших деревьев, приносимых штормами. Единственной группой, легко преодолевшей пролив по воздуху, стали летучие мыши, которые сегодня составляют основу разнообразия млекопитающих региона. И, конечно же, хутии. Вообще, экологическое состояние Кубы во многом обусловлено особенностями ее национальной экономики. Относительная низкая степень индустриализации и отсутствие крупных промышленных гигантов долгое время играли роль естественного сдерживающего фактора для масштабного техногенного загрязнения атмосферы, характерного для развитых стран. Лесные массивы Кубы за последние десятилетия смогли значительно восстановиться. Сегодня лесистость острова стабильно превышает 30% территории. В 1950-х годах прошлого века ситуация с лесами на Кубе была кардинально иной. Из-за многовековой вырубки под плантации сахарного тростника и древесину площадь зеленых насаждений сократилась до исторического минимума. К моменту революции 1959 года лесистость упала примерно до 10%. А сегодня зеленые зоны возвращаются на холмы и равнины, защищая уникальную почву от эрозии и создавая надежный дом для животных. Однако кризис имеет и обратную сторону. Нехватка ресурсов и дефицит современного оборудования вынуждают использовать устаревшие технологии в энергетике. Из-за нехватки инвестиций в очистные сооружения, например, Гаваны, да и других городов поменьше, страдают от мусора и неочищенных стоков. И несмотря на эти трудности, природа Кубы поражает своей первозданной красотой. Изумрудные долины, густые тропические леса и бирюзовые воды Карибского моря с коралловыми рифами создают поистине уникальный пейзаж, свободный от суеты индустриального мира. И главная надежда Кубы заключается в осознанном стремлении защитить этот хрупкий рай, вера в то, что страна сбережет свое природное богатство, опираясь на бережное отношение местных жителей и общую заботу о будущем. Куба – это остров свободы, где среди изумрудных лесов и бирюзовых волн бьется подлинное сердце дикой природы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.